Всем привет, это Веруша. Я сегодня буду показывать отель, в котором я остановилась. Это отель Lio Resort. И это 5 звезд. Отель очень классный. Сейчас все покажу. Рядом находится отель Рома Бич. И если пойти в ту сторону, вот где машины, и потом направо, там будет, как нам говорили, 3 магазина. По факту там один всего магазин. И что-то самое такое необходимое, но цены, я сразу предупреждаю, очень высокие. То есть это прям маленький такой магазинчик, продуктов там практически нету, какие-то солнцезащитные средства, что-то такое, сигареты там, кому нужно, еще что-то. То есть минимально. Ну и вообще я не советую выходить за территорию, потому что каждой территории тоска абсолютно, здесь гулять негде. То есть здесь вот конкретно ты приехал и отдыхаешь только в отеле, на мой личный взгляд. Так, вот там вот по прямой Рома Бич отель, а это Lio Resort. Он такой, по отзывам я читала, чуть ли не один из самых стильных. Сейчас я вам покажу. Здесь ресепшн находится. Сейчас солнышка нету, и немножко тень присутствует. Вечером здесь играет на пианино. Это бар, который работает 24/7. Также можно взять кофе, и вот здесь вот еще всякие эклеры, пирожные, тарталетки. Это тоже практически целый день лежит. Отель работает по системе ультра, все включено, поэтому в любой момент вы, конечно же, все это можете взять. Ну, также в баре, понятно, я думаю, что любой коктейль, который вы хотите, алкогольный там или еще что-то, вам сделают. Я отдыхаю в апреле, и погода здесь сейчас отличная. Присутствует такой легкий ветерок, но тем не менее очень комфортно. Здесь также можно выйти и сверху посидеть. Вот там вот строится еще какой-то, там дальше строится еще какой-то ресторан, я так понимаю, но я точно не знаю. Отель, кажется, с самого начала такой компактный и небольшой. На самом деле в нем столько всего. Вы сейчас сами убедитесь. Он очень стильный. Я заехала прям в первый день открытия отеля, с 1 апреля. И с каждым днем народу становится все больше и больше. Он такой достаточно популярный, несмотря на то, что еще такой новенький. Здесь спускаешься вниз, и с правой стороны будет ресторан основной. Где проходит завтрак, обед, ужин. Ресторан Bill Lunches. Покажу сейчас завтрак в отеле. Так, начну со вкусняшек. Смотрите, какие тут интересные штучки. Ветчина. Здесь очень разные вкусные сыры. И их очень много. Такой в пледе. Ну, по отзывам тоже, там многие пишут, что еда здесь очень классная, это правда. Еда просто здесь
в огромном количестве и очень вкусно. Все вкусно, интересно, в шубке. Здесь можно яичницу приготовить. Тоже тут сладости и халва, лукум. Ну, здесь вафли, гранола, сухие завтраки. Йогурты. Смузи. Вот здесь свежие овощи. Еды много. Свежевыжатый морковный сок и свежий гранатовый, апельсиновый и фрукты. Блинчики. Яйца Бенедикт. Десерты. Очень вкусные. Вообще в отеле еды очень много. Рыбка красная. Всякие салатики, рыбку. Здесь тоже рыбного очень много. На этой стороне рыбная, соусы с оливками, кальмары, тунец, разная тоже рыба, овощи гриль, очень вкусные крылечки из индейки, мясо. Это новый ресторан открылся, новенький. Вот здесь вот слева выход на пляж. Пошлите, пройдем. И справа будет по такому, сейчас покажу, коридору. Здесь магазинчик есть небольшой. Цены Ахтунг. Сразу предупреждаю, поэтому здесь ни души. Здесь вот переход, там находятся тоже номера. Они более спокойные, отдаленные от музыки. И там находится спа, тоже покажу обязательно. Кстати, очень большой оказался спа, то есть там хамам, сауна, прям я бы даже сказала громадный. Я была в гораздо больших по размеру отелей, и там не было такого периметра этого спа. Ну, там дальше тоже номера, и как раз там находится мой номер. Покажу тоже номер. У меня номер улучшенный. Он, по-моему, даже как, наверное, самый лучший у меня номер. Но только у меня не с выходом. Самый-самый лучший это прям с выходом к бассейну сразу. А у меня просто на втором этаже повыше. Здесь вон даже кактусы есть. Сейчас увидите, что есть небольшой ветерок, но он, вот я мерзлявая, меня он вообще никак не смущает. Он такой приятный, потому что если бы этого не было ветерка, то погода на самом деле довольно уже жаркая, то есть печет прям уже конкретно. Вода теплая. И вода такая вот, ну не как везде в бассейнах, она прям такая яркая-яркая. Ну и вот с левой стороны ресторан, там вот можно покушать на улице. То есть территория очень ухоженная,
Вообще персонал такой постоянно убираются, везде чистота, что-то валяется, уже через 5 минут валяться не будет. Здесь, конечно, сервис на высшем уровне. Все очень доброжелательные, спрашивают тебя, все ли хорошо, как отдых, нужна ли помощь. Это еще один бассейн. Здесь вообще на территории, если я не ошибаюсь, там 5 бассейнов, по-моему. Ну вот с этой стороны, у меня, кстати, вот здесь вот номер. Вот он. Здесь удобная система ремня. То, что не нужно никаких карточек. Все на тебе, и он очень такой невесомый. И вот если вы приехали несколько человек, то не нужно вот брать у одного карточку, то есть все у вас на руке. У меня номер с ванной на полу. У меня сначала номер был совсем обычный, ну то есть он как бы чуть-чуть улучшенный по размеру, но по факту обычный. И вот советую брать чуть-чуть побольше, вот на семью. То есть они предлагают стандартный номер, а он очень-очень маленький и узкий. В общем, он самый большой. Это самая лучшая категория номера. Классно смотрится ванная на полу, но по факту пользуешься ей на самом деле не очень много. Сюда можно свои вещички положить. И здесь 2 раковины, что тоже является, конечно, очень удобным. Шампуни, гели, все есть. Здесь на самом деле даже резинку для волос дают. Даже вот такую мелочь. Так, это туалет и ванная. Душевая. Не ванная, душевая. Просторная тоже. И гель для душа, и шампунь, и кондиционер. Мочалка даже для скраба есть, скрабирующая. И, кстати, здесь хорошая шумоизоляция, что очень важно, естественно, потому что в Турции дискотеки активные вечером. Соседний отель Рома, но он, я так понимаю, поскромнее будет. И балкон очень большой. Ну, соответственно, вот здесь внизу выходом в бассейн, но я не видела, чтобы он вообще был занят, потому что сейчас апрель и довольно прохладно, а летом, мне кажется, бомба. Вот так вот сразу вышел и плаваешь себе. Но я хочу сказать, что у нас такой был номер в Таиланде с выходом на, сразу в бассейну. И плавала я там раза 3, наверное. Но это Таиланд, где можно было много чего посмотреть, а здесь, конечно, в Турции все не так, поэтому мне, в принципе, кажется, что очень даже актуально будет. Ну и холодильник здесь есть с набором пива, вода, чай, кока-кола без сахара я выпила, ну и вода обычно, а это какая-то там соленая газированная вода, минеральная. Это все пополняется каждый день. Также, конечно, приносят напитки. Ой, тут столько еды, тут столько напитков. Так, здесь прям у бассейна есть бар. Здесь, кстати, в этом баре тоже можно заказать, естественно, коктейли и смузи халал. Ну и вот здесь вот сразу выходит на бассейн тоже. Да, то есть, в общем-то, очень удобно. Также можно здесь посидеть. И здесь есть очень популярный кофе. Такая визитная карточка этого отеля. Разная подача, разное заваривание. Видите, там разные есть оригами, там и все такое. И здесь очень классный вкусный кофе. Видите, и фисташка, и ваниль, и шоколад, и пекан.
Сейчас я сделаю, сейчас попрошу, сделаю и покажу вам. Вот такая вкусняшка получается. В отеле, кстати, много иностранцев, я хотела сказать, из разных стран, потому что когда я читала отзывы, было написано, что якобы здесь только русские, но это вообще не так. Здесь вот можно словить баги и поехать, оно как раз едет, и поехать на пляж. Можно пойти прогуляться здесь. Даже, мне кажется, максимум 5 минут. Я читала в отзывах, там писали люди, что так долго идти, так мучительно. И это не понравилось. Ну, посмотрите, какая дорожка приятная. Разве это мучительно? Может быть, когда очень сильно жарко, но здесь действительно идти просто одно удовольствие, очень недолго. Вот когда я была в другом месте, там нужно было от одной части до другой идти минут 25. Вот это действительно напрягало каждый раз. А здесь мы просто 5 минут на пляже. И этот отель, знаете, еще что очень хорошо придуман, тем, что вся тусовка и музыка вся активная, она находится на пляже. То есть она находится вдали от отеля, от номеров. Но музыка все равно слышна от других отелей, но тем не менее. Это очень грамотно сделано. Здесь такой на улице очень стильный, прикольный тренажерный зал. Ну, наверное, больше для деток. Ну, хотя, может, и для взрослых тоже подходит. И здесь такие, как дюны, там вот с правой стороны. Понимается? Ну, мы сейчас дойдем, и я покажу, что на пляже есть йога, и ведет там замечательно прекрасная, ну, по крайней мере, на данный момент, девушка. Не знаю, меняется или нет, но она такая улыбчивая и очень хорошее упражнение показывает. То есть, пожалуй, вот куда я ходила по йоге, это вот самая лучшая йога для меня. Я такой не прям супер фанат этого. Но йога достойная, потому что я думала, что на пляже как-то будет не очень. Не, очень даже. А здесь есть велосипеды, отправляются они с группой, то есть я думаю, что можно прям вот в любое время взять и вдвоем покататься. Нет, только с инструктором. Hello. Все, мы приближаемся к пляжу. Пляж очень стильный, по отзывам можно почитать, что он такой в стиле бохо. Здесь тоже работает бар, здесь также можно перекусить, и здесь есть и пицца очень вкусная на тоненьком тесте, ну, картошка фри, бургеры, какая-то закуска, огурцы, помидоры. С правой стороны кальян, он платный, около 3000, по-моему, что-то такое будет стоить, рублей. Кальян. Не сказать, что сейчас большое количество курит. Здесь также есть кофе. Ну и вот бар, основной по центру, который находится. Работает он с часу дня. И вот здесь вот слева бар, где как раз можно перекусить. Здесь можно перекусить, пиццу поесть, картошку фри, бургеры на пляже, фрукты там есть, ну и посидеть. Лишние килограммы я уже набрала.
как опять же еще не сезон, людей не очень много. И на самом деле это классно, я обожаю, когда мало людей, как диджей играет вечером. Так вот это выглядит с этой стороны. Я уже вам сказала, и fly йога. Здесь такие лежаки очень удобные. Yes. Глаз такой пока пустынный. Там тоже полотенчики можно взять, очень удобно, в безграничном количестве. Вот лежаки удобные. Вообще все супер удобно. Посмотрите, насколько тоже удобно сделано, что лейки рядышком с лежаками. Ноги помыть. Даже в Эмиратах иногда бывает лейки очень далеко находятся. Пляж хороший, широкий. Ну, не сказать, что прям здесь можно совершать какие-то очень продолжительные прогулки. Вода чистая, но есть медузы. Их немного. Я не купалась. Некоторые купаются, некоторые, вот как раз медузы можете увидеть, вон они. Ну вот, с другой стороны, то же самое все. Сейчас я покажу вам, что здесь еще есть. Это получается другая часть отеля. Здесь находится спа, фитнес, небольшие горки водные. Здесь надо будет спуститься. Вообще вот отель кажется таким вроде небольшим компактным, когда в нем находишься, то ощущаешь какой-то масштаб, то есть все есть в отеле, абсолютно, все, что можно пожелать, и все очень достойно выглядит и сделано, прям вот просто, что называется, все для людей. Это спа. А здесь еще одна зона, потому что сейчас народу не очень много, а вот в сезон он частенько бывает в стопе, я знаю. И, конечно, как я читала, здесь там 600 человек, по-моему, или сколько. Я зашла в спа, здесь хамам, сауна, есть полотенчики, можно водичку взять. Вот такой фитнес-зал здесь небольшой. Так, вот здесь хамам. Стандартный, я думаю. Так, здесь закрыто. Вот. Сейчас я сниму, неправильно сняла, видишь. А вот здесь турецкая баня. Все вместе. А здесь просто нам сказали, можно помыться. В общем, как обычная ванная на плиточке и все такое. Большой такой комплекс. И на улицу можно будет выйти, охладиться, полежать. Как я отдохнула в отеле Лио. Resort. Было все здорово. И, в общем, я осталась очень довольна этим отелем. Могу его смело рекомендовать. Так что спасибо, Лио, я отлично отдохнула.
Я буду скучать по такому кофе, Лио.